Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Полина. Думаю, что сейчас многие скажут, ну и что он этим тряпьем здесь трясет? Нашла чем хвастать. У нас тоже такое есть. Ну, раз и есть, давайте будем делать вместе. Отрезаем все швы, а полотнище режем на полосы шириной примерно 9 сантиметров. Как получится. И длина полосок должна быть больше 22 сантиметров. Продолжим работу с этими полосками. Складываем их вдоль пополам, подворачиваем края и прокладываем строчку с одной стороны, а потом и с другой. Это делаем для того, чтобы все полоски лежали ровно и не изгибались. Шью на красавице Юники от Effective. И уже привыкла, что все регулируется кнопочками и включение хода, и обрезка нитей. Полученные заготовки нарежем на отрезки одинаковой длины и проутюжим их. Ширина полосок получится примерно 3,5-4 сантиметра. Для дальнейшей работы понадобятся квадраты из бумаги. Нарезать их легко и просто можно из листов пищи и бумаги. Просто сгибаем уголочком и отрезаем лишнее. Немного отступив от края, укладываем наши полоски. Их надо закрепить на бумаге. Можно заколоть иголочками. Сначала вертикальные полоски, а потом горизонтальные. Цвет подбирайте на свой вкус. Можно сделать заготовки однотонными. Но у меня белых и красных полосок больше всего, а зеленых и коричневых совсем немного. Когда рассказываю шутки в кадре, всегда вспоминаю анекдот. Идут два солдата в стройбате, и один другому говорит: слушай, давай над прапорщиком пошутим. А другой говорит: нет, ты знаешь, мы уже хорошо над деканом пошутили. Полоски можно сразу же нашивать на бумагу. Выравниваем края и прокладываем строчку. Прошили с одной стороны, разворачиваем и пришиваем полоски на другую сторону. Думаю, что вы все видели и знаете такое переплетение. И кажется, что в нем нет ничего особенного. Но это только кажется. Потому что собрать такое без основы довольно сложно. И если его не укреплять дополнительно, то это будет, как говорится, из говна и палок. Вы видите, что я полоски укладываю, немного отступив от края. Это так задумано. Концы уйдут в шов. Приступаем к переплетению полосок. 3 цветные полоски поднимаем наверх, прокладываем белую. В следующем ряду уже другие цветные детали отгибаем наверх. Потом подравниваем и подтягиваем все полоски. А теперь надо прошить нашу заготовку по краю, закрепить ее. Сначала прошиваем по периметру, а потом прокладываем строчку и посередине каждой полоски. После этого можно подровнять края. Получились у нас вот такие замечательные заготовки. Остается только удалить бумагу. Для этого из пульверизатора ее хорошо сбрызгиваем водой, распределяем ее равномерно и оставляем немного полежать. После этого детали немного растягиваем по диагонали, швы лопаются и бумагу можно удалить. Но сразу скажу, если кусочки бумаги остаются в швах, то не тяните, не рвите швы, потом достаточно будет простирать в стиральной машинке, и бумага вся отойдет. Блоки получились размером 21 на 21 сантиметр. Выкладываем их в нужном порядке и наметим линии сшивания.
Сначала сошьем все блоки по вертикали, а потом уже будем соединять горизонтальными рядами. Для работы приготовим отделочные бейки шириной 3 см и бейки шириной 6 см. Показываю процесс работы. Готовым блоком с одного края пришиваем соединительные бейки с нижней стороны шириной 3 см, а с верхней шириной 6 сантиметров, сложенную вдоль пополам. Девочки, недавно у меня был день рождения, и зашла я в Сбербанк онлайн. Смотрю, мне там открытка поздравительная от Сбербанка. Ну, красивая, да, ничего не скажешь. Вот, 2 дня прошло, мне приходит смс-ка от Сбербанка. И пишут: мы вам подарили открытку. Оцените ее, пожалуйста, по 10-бальной шкале. Как она вам понравилась или нет? Вот так. Любой каприз за ваши деньги. На следующем этапе работы разворачиваем нижнюю бейку и к ней пришиваем следующий блок. После этого остается только развернуть наши соединенные детали, верхнюю двойную бейку отогнуть и проложить шов. При таком способе соединения все швы получаются чистенькие, нигде ничего не торчит. И кроме того, основной массив ткани находится с левой стороны, и можно спокойно работать на бытовой швейной машинке. Посмотрите, все полотно держится на соединительных бейках. Теперь будем соединять весь коврик горизонтальными бейками. Сначала будем также нашивать с одной стороны. Прикладываем бейки к срезу деталей и прокладываем шов. Обратите внимание, при работе за швейной машинкой основной массив коврика будет с левой стороны. Дальше шьем так же, как и до этого. Бейку с нижней стороны отгибаем, к ней прикладываем следующую деталь и прошиваем. Но сами видите, чтобы проложить строчку, нам мешает соединительная бейка. Поэтому мы начинаем шить, а когда доходим до этой бейки, разрезаем ее и нижнюю деталь поправляем и спокойно прошиваем дальше. При таком способе нам не надо беспокоиться, что детали убегут, они автоматически становятся на место. После этого самая моя любимая операция – двойную бейку отворачиваем и пришиваем. Вот такое замечательное полотно у нас получилось. Остается только обработать край бейкой. Коврик готов. Он получился двухсторонний. Я его еще не стирала. Но кусочки бумаги быстро и легко отвалятся после стирки. В общем, коврик – это всего лишь коврик. И если ему повезет, и я его постелю на кресло, то на нем будут сидеть 5 точкой. А если ему не повезет, то я его постелю в ванной или около кровати, и на него будут вставать ногами. В любом случае, это гораздо лучше, чем если бы эти вещи занимали место в шкафу или гнили на помойке. Старые брюки могут стать лучшим украшением дома. Ну что, мои красавицы, надеюсь, вам понравилась моя идея шитья нового коврика. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Обязательно нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить мои новые видео. Заходите почаще. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!